time a BMW owner willingly removes his car from the road is to remove the road from his car. The new BMW 325 IS adds new meaning to that piece of insight. What? Yo, taking the game back, point blank, aim gats. We both dope from the same cocaine sack. Laugh with no pain, never go glitzy. Pop thug, my necklace, dangle my M60. Out of control now, half of the globe. Raps and reeks of whackness. Cover your nose, so take your weeks of practice. Back and freak your flow in that geeky accent. Calling all freaks. That's what you get, got it. Всем привет, народ, с вами снова канал Доната Синема, и мы продолжаем создавать собственную игру в стиле старого андеграунда. И как вы помните, в прошлой серии я рассказал о том, какую локацию мы выбрали, с какими техническими проблемами столкнулись, и вообще, в принципе, о том, что геймдев за 20 лет не сильно так шагнул вперед. Но постепенно мы все эти этапы прошли, и сейчас уже начали наполнять свою локацию, поэтому в сегодняшней серии вы увидите, как преобразился прототип будущей карты города, где мы возьмем лицензии на автомобили для нашей игры, а также внедрение конченного трафика как дань первому андеграунду. Ну и традиционно мы покажем новый черный список из ваших результатов круга, а также обновленный гоночный трек, на котором вы сможете погонять уже сегодня. Так что приятного просмотра и добро пожаловать в игру. Сань, что за фигня? Кажется, пробки выбило. И начнем мы сегодняшнее видео именно с симуляции трафика. Думаю, вы согласитесь, что без людей гоночная игра еще может жить, а вот без городского транспорта нет. И чтобы создать такой трафик, нам сначала понадобится грамотный прототип карты города. Ну, точнее не всего города, а лишь его небольшого центрального кусочка. Ведь мы пока думаем в разрезе демо-версии игры. И буквально за 3 недели плотной работы у нас появился такой прототип карты. И основная мысль его создания была в том, что мы взяли за основу самые значимые места, как хабы и плейграунды, соединили их дорогами, похожими на оригинальные маршруты города. И несколько раз протестировали в игровом режиме, чтобы понимать, годится такая конфигурация для езды или нет. И несмотря на то, что все это несет в себе абсолютно другую конфигурацию улиц, каждый важный объект располагается на своем реальном месте и узнается издалека. В общем, прототип карты у нас был, а значит можно было приступать к разработке системы городского трафика. И как нельзя кстати, в наш кружок по интересам вступил еще один член команды, Михаил, который согласился взяться за эту непростую задачу. И моим главным пожеланием было не только создать вяло едущие машинки по улицам Питера, а воскресить тот конченый трафик из первого андеграунда, который будет выезжать на перекресток поперек движения игрока, и тем самым уничтожать последние нервные клетки старой гвардии. И приняв от меня эти добрые наставления, Михаил принялся за дело. Как вы помните, в первом андере по факту не было реальных перекрестков, и все перекрестки в этой игре были фейковые. И трафик спавнился за 100 метров от перекрестка, чтобы в нужный момент выехать поперек движения игрока и пополнить его саларный запас. Это та игра, от которой ты реально таблетки пьешь успокоительные. Во второй же части был открытый мир, и спрогнозировать правильное пересечение перекрестка без заторов было куда сложнее. В реальности для этого существуют светофоры, но во втором андере они не работали, поэтому если остановиться на перекрестке и немного подождать, можно было увидеть накапливающийся трафик. И чтобы в нашей игре оставить хотя бы полуоткрытый мир, но при этом сохранить дьявольский эффект первого андеграунда, нам необходимо создать целую сеть светофоров, которые можно будет заставить работать согласно скрипту гонки. И в итоге Михаил разработал такую сеть, и самый кайф в том, что такой трафик принес в игровой мир необходимый драйв, а также нелинейность движения игрока. И проезжая трассу раз за разом, нет чувства, что тебе это быстро надоедает, потому что трафик всегда спавнится по-разному, и именно это добавляет азарта в игру. Также параллельно этому процессу Михаил занялся симуляцией противников игрока, но об этом я расскажу уже в следующих выпусках, когда система будет достаточно отлажена и будет работать без сбоев. На самом деле, процесс по созданию трафика мог бы быть чуть-чуть быстрее, если бы мы сразу все работали в одном проекте. Я вижу. О, подожди. Что-то не так, я вас вижу обоих. Обычно это делается через систему контроля версий, когда есть один проект и он синхронизируется у всех разработчиков. Нет, ну это ужасно. Капсулы надо делать. И, грубо говоря, если я добавляю какое-то изменение, то оно отображается у всех. Но поначалу у нас такого не было, и как только Даниил сообщал радостную новость, что в очередной раз перемоделил прототип карты, Михаилу приходилось расставлять весь трафик заново, так как предыдущие настройки при реимпорте новой карты почему-то слетали. This is the worst. И это он еще не был в курсе того, что мы вообще скоро сменим версию движка, и ему придется сделать всю работу по новой. No, God! No, God, please, no! 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 И причиной такого перехода стало именно освещение локации и фасадов зданий в частности. Дело в том, что у нас на карте должно быть просто куча освещения, и только на одном доме может быть до 20 светильников. Сколько? И попытавшись засунуть в движок все эти светильники, мы получили четкий и неоднозначный ответ от Unreal Engine.
Да ты шо, блядь? После чего FPS получившейся картинки опустился ниже плинтуса даже на мощных видеокартах. Да, мы в курсе, что в пятом Unreal есть поддержка Mega Lights, которые в 2 раза улучшают производительность при таком же освещении. Но эта технология работает только на картах с поддержкой RTX, а значит, львиная доля нашей аудитории просто не сможет в это поиграть. Поэтому больше 3 недель мы перебирали различные варианты, как красиво осветить город, но не потерять в производительности. Постепенно от динамичного освещения мы спускались на самое дно до полной запечки света прямо в текстуры, чтобы потерять в качестве, но приобрести в производительности. Ведь именно правильное освещение дает тот самый вайб старого андеграунда. И мы не хотели, чтобы это превратилось вот в это. И вот на одной чаше у нас желание сделать красиво, а на другой все те, кто тупо не смогут в это поиграть из-за отсутствия компа на основе термоядерного синтеза. Но не переживайте, мы уже нашли способ, как выйти из этой ситуации, и совсем скоро покажем вам результат. А пока вы ждете это грандиозное событие, предлагаю вам поиграть в Majestic Roleplay, ведь там все еще действует летний пропуск, а это значит, что вы за один день гарантированно забираете свою первую машину из кейсов, а дальше в ленте наград вас ждут еще 15 тачек, система нитро, роскошная яхта и куча других призов. Но машинами здесь все не ограничивается, собирайте друзей и устраивайте крутые сходки. Или наоборот, устраивайтесь в полицию и сами ловите таких стритрейсеров на огромной карте GTA 5. А для любителей спокойного геймплея есть бизнесы, дома в элитных районах, работа электриком, таксистом и даже хобби в виде рыбалки и охоты. Так что переходите по ссылке в описании, выбирайте любой сервер и при регистрации вводите мой промокод Адоната, чтобы забрать 50 000 баксов и неделю премиум подписки на старте. Увидимся на Majestic Roleplay. Ребят, здрасте. А это здесь игру делают? У меня к вам доставочка от канала Машинаторы. Спасибо, конечно, но мы ничего не заказывали. Да? Не знаю, адрес совпадает. Эй, это ко мне! Пойдем! Поможешь разгрузить. Еще один из самых частых вопросов в комментариях, что же мы будем делать с лицензиями на автомобили. И если мы поменяем название всех автомобилей, то это будет уже не то, и в такую игру будет играть неинтересно. Ну, во-первых, для таких ценителей прекрасного есть Forza. А во-вторых, чтобы выкупить все лицензии на автомобили, которые мы хотим использовать в нашей игре, нам бы потребовался миллиард денег. Сань, у тебя есть миллиард? У меня нету, а у тебя? И у меня нет. Да и вообще, получить лицензии на автомобили для игры про нелегальный стритрейсинг в наше время это скорее похоже на утопию, чем на план действий. Поэтому мы пойдем другим путем. И основной смысл данного подхода – использовать сам стритрейсинг как возможность немного схитрить. И главный смысл здесь в том, чтобы твой автомобиль выглядел как новогодняя елка на корпоративе. Воу! У него ж тут блестящая лямба, вся в трубочках и проводочках. Капоты, бампера, расширения, тюнингованные фары – все это вносит изменения во внешний вид заводской машины. Кроме того, так как мы собираемся использовать именно старые автомобили, то нам нужно будет удостовериться, что истек срок действия дизайн-патента на такой автомобиль. Только в таком случае мы сможем использовать эту машину в игре. Ну и конечно, замена шильдиков и всех эмблем на кастомные еще больше добавит уникальности для каждого автомобиля, плавно отгородив нас от авторских прав. Однако что же делать со стоковыми автомобилями в игре? Ну, а кто вообще сказал, что они там будут? Вот это поворот! В общем, есть у нас пара-тройка вариантов, как аккуратно и безболезненно избежать лицензирования автомобилей. Фу, слушай, я бы еще с нее вин-код срезал. Ну, для надежности. Ну что, а теперь настало время подвести итоги прошлого билда на нашей доске почета. И сегодня результаты вот такие. На самом деле мне очень нравится, что у нас есть такой интерактив с аудиторией, потому что это показывает, что вам реально нравится наш проект. Что же касается новой версии гоночного трека, то, к сожалению, на этот раз мы не успели его подготовить. А дело в том, что за этот месяц было перекомпилировано аж 3 версии движка, и мы попросту не успели переписать под него всю физику. А выпускать сырую и непротестированную версию нам как-то не хочется. Но если вы впервые смотрите наш канал и не играли в предыдущие билды, то в описании под видео будет ссылка, где можете скачать самую свежую сборку и погонять вечерок на время. Также на треке будут QR-коды на Boosty и на наш собственный сайт, где вы сможете помочь проекту, оставив любую сумму на игру. Ну что, на сегодня это все. С вами был канал Адоната Cinema. Кажется, я закончил. Ну, ты же говорил, что нам нужна спортивная тачка. Это просто новая икона НФС. Да, уникальная оптика, спортивный обвес. Где только денег столько на этот надыбал, даже не представляю. Да там, в
Коробка с надписью «Донат». А я еще подумал, кто деньги хранит в коробке из-под пончиков. Ты что, все деньги из донатной коробки потратил? Ну да. Там еле хватило. Ты ж... Ну это же... Ну, Саня,